Практически нет такого человека, который бы не хотел стать богатым. Однако по какой-то причине не так уж много людей, у которых достаточно денег. И миллионы людей живут за чертой бедности даже в мегаполисах, где возможности существуют на каждом шагу. В серии своих прошлых видео, ссылки на них оставлю внизу в описании, я рассказывала, какие есть числовые комбинации денежных кодов, как они притягивают деньги и влияют на нашу жизнь, как их рассчитать, как их активировать, а также рассказывала, как рассчитать свой код миллионера по дате рождения. Многие психологи, социологи и психотерапевты изучали проблему богатства и выявили основные причины. Почему одни богатые, а другие бедные, и куда уходят корни вашей даты рождения? А задавался ли кто вопросом, с чем связана ваша дата рождения и как влияют цифры на вашу жизнь? Напишите в комментариях. Сегодня я продолжу серию таких видео и расскажу, почему одни рождаются в бедной семье, а другие в богатой. Возможно ли изменить свою судьбу и как карма влияет на ваш кошелек? Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. А прямо сейчас поддержите мой канал, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Ну и, конечно, нажимайте колокольчик, чтобы самыми первыми получать уведомления о моих новых видео на моем канале. Наша душа способна проживать много жизней. Она бессмертна. Она отправляется на землю, чтобы получать определенный опыт и выйти из колеса сансары. Круговорот рождения и смерти посредством реинкарнации и в соответствии с законами кармы. То есть, когда душа постигает весь опыт и у нее будет чистая карма, и тогда считается, что это пробудившийся или просветленный человек, это титул существа, который обрело состояние духовного совершенствования. И таким был Будда Шакьямуни. Он достиг просветления, и его считают святым человеком. Проходя цикл за циклом, душа приобретает опыт различных воплощений, страданий и наслаждений. Этот круговорот может длиться неисчислимо долго. Некоторые, конечно, говорят, ему повезло, и он родился в богатой семье, у него хорошая работа, образование, а у меня возможностей не было и так далее. Нет, ваша душа сама выбирает дату рождения, год, месяц, страну, город, место родителей, детей, которые у него будут для того, чтобы получить опыт. В духовном мире душа не может накапливать такой опыт, только на земле. Расскажу историю одной эпитафии Свято-Духовского кладбища города Духова. В Свято-Духовской церкви отпевали умерших, проводили богослужения для городских и деревенских жителей, живущих по соседству с храмом. Отпевали их обычно не в храме, а на улице у самой могилы. И это Духовское кладбище было огорожено узорным забором, отлитым из металлом. На его воротах висело изречение: «Дорогой прохожий, не топчи мой прах, я у себя дома, а ты у меня в гостях». Иногда наблюдаешь такие ситуации, когда дети рождаются в неблагополучных семьях или же дети-инвалиды, кто-то рождается очень болезненным. И мы же понимаем, что эта ситуация – это выбор нашей души. Душа сама рождает, в каком теле ей родиться, для того, чтобы познать земной опыт. Чем тяжелее она выбирает себе жизнь, тем быстрее она духовно растет. Если душа выбирает для себя такие сложные задачи и двигается в правильном направлении, она духовно быстрее развивается. Если же, конечно, душа выбирает эти задачи, но при этом идет совершенно другим путем, то в следующей жизни она будет опять проживать этот опыт. Душа заключает контракт. Все задачи, которые она должна решить на земле, она оговаривает со своим наставником. Например, познать любовь. Соответственно, она должна родиться в такой семье, где ее не будут любить, или же научиться терпению, смирению. То есть она уже там, в духовном мире, знает изначально, что она должна решить. И эти задачи называются кармические хвосты, которые мы должны решать и закрывать в этой жизни. Но когда душа спускается на землю, она забывает об этих задачах. Расскажу небольшую историю. Встретились в духовном мире три души. Одна говорит: я хочу спуститься на землю для того, чтобы познать опыт терпения, страдания и унижения. Две ей души ответили: это же очень тяжело.
Но тем не менее душа первая приняла такое решение, вторая душа ей сказала: тогда я спущусь с тобой на землю и буду твоим мужем-тираном, который будет над тобой издеваться и унижать. Третья душа ей ответила: тогда я спущусь с тобой на землю и буду твоим начальником, который каждый день будет над тобой издеваться на работе. Так они и решили, но когда они спустились на землю, то каждый забыл о своих задачах. А в жизни так и получилось: муж-тиран и начальник-самодур. Обратите внимание и проанализируйте свой круг общения. Возможно, вы наблюдаете такие ситуации, которые изо дня в день повторяются. Любая задача, которую вы не можете решить на протяжении 6 месяцев, считается кармическим хвостом. И если вас провоцируют на конфликт родственники, коллеги, друзья, никогда не вовлекайтесь в негативные эмоции. Всегда отвечайте на любую ситуацию добром и любовью. Излучайте позитивную энергию и добро. Нам дана судьба, но мы вправе ее менять через осознание, через хорошие поступки. У каждого человека есть право выбора, как поступить, хорошо или плохо. Не зря же говорят, что жизнь бумеранг, что мы запускаем, то и возвращаем. Как правило, в молодые годы, в юности мы не задумываемся о том, что мы делаем. Мы не даем себе отчет, какие поступки мы совершаем. И, как правило, мы поступаем не всегда хорошо. Со временем эти зернышки, которые мы сеем в молодые годы, прорастают. И уже к годам 40 они дают свои плоды. И вот тогда мы их пожинаем. А потом себе задаем вопрос: почему это с нами происходит? Для чего? Все жизненные ситуации нужно решать через осознание, добро и любовь. И если мы поступаем по-другому, то мы же понимаем, что бумеранг обязательно вернется. У каждого человека есть карма, задачи 70%, то есть вы решаете для себя быть честным, порядочным и так далее. Наша личность обретает положительные качества. После того, как она решила все задачи, ей открывается доступ к ее предназначению. Предназначение составляет 29%. Вы живете для других. И миссия составляет 1%. А когда душа возвращается в духовный мир, она со своим наставником, учителем делает анализ жизни на земле, с какими задачами справилась, а с какими нет, и решает, в какой семье родиться и какую дату рождения под свои задачи выбрать. В своем прямом эфире «Какие цифры любят деньги» я рассказывала истории научных исследований американского гипнотерапевта Майкла Ньютона, в которых четко прослеживалось влияние кармы прошлых жизней на нашу нынешнюю жизнь. Ссылку оставлю внизу в описании. Смотрите, будет полезно. Теперь мы понимаем, что ваша дата рождения дана не просто так. Даже если вы родились в небогатой семье, то это выбор вашей души. Все денежные проблемы можно решить через осознание. Повторюсь, у каждого человека есть выбор, как поступить. Полагайтесь на свою интуицию и делайте правильные поступки. Свою судьбу мы строим сами, своими поступками. Если мы ставим цель, то мы к ней идем, ошибаемся, падаем, но идем. А некоторые просто останавливаются и ничего не делают. Все наши негативные убеждения могут иметь хвост из прошлых жизней. Поэтому их важно все вытащить наружу, выписать, найти нужные инструменты и убрать. Ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону, и даже если вы не в той стране и бедны. Одним из таких инструментов рекомендую технику косица, медитации, так как, находясь в этом состоянии, вы можете работать со своим подсознанием. Находясь в альфа-состоянии, когда частота головного мозга снижается до 4-7 Гц, исчезают мысли, приходит осознание и меняется мышление, а все проблемы и бедность в нашей голове. Слушайте свое сердце и то, что говорит вам ваша интуиция, ваш учитель и наставник. Не задавайте себе вопрос, почему это со мной происходит, а задавайте вопрос, для чего мне это нужно. Поделитесь этим видео с теми людьми, кому вы желаете мира, любви, богатства и процветания. Подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Ну и, конечно, обязательно нажимайте колокольчик, чтобы самыми первыми
получать уведомления о моих новых видео на канале. С вами была Елена Макаренко. До встречи в следующем видео каждый вторник и четверг.